Слава Украине, привет всем от Полонского. Похоже, что в этом месяце, то есть у травни, в маю, да, будет снят запрет на экспорт украинского оружия, именно украинского оружия, украинского производства. И у многих это вызывает фирменный и форменный ужас. Но, ребята, тут ужаса никакого нет. Смотрите, если брать прошлый год, то наша промышленность была готова, военная промышленность, была готова произвести товара на приблизительно 20 миллиардов долларов. От государства получили 6 миллиардов долларов. Ну, какая-то часть оплачена волонтерами, но сами понимаете, что волонтерские деньги это немножко не то. Ну да, что-то оплатили, но опять-таки это не сильно спасло ситуацию. То есть, скажем, больше половины военных мощностей Украины осталось не задействовано. К чему это приводит? 85% нашей оборонки думает о релокации за границу, либо уже ее сделала. То есть, ну, я уже не раз рассказывал о том, что там по 1001 причине наши компании открывают свои военные производства где угодно. В Швеции, в Польше, в Германии, где угодно, да? Только не в Украине. Ну, понятно, что это с точки зрения безопасности прежде всего, но и, опять-таки, возможность продать кому-либо свое производство, потому что, точнее, свою продукцию, потому что, ну, без денег это все не работает, вы же прекрасно понимаете. А у нас здесь просто нет физической возможности у государства это все закупить, просто потому что денег на новое вооружение, именно вложенное, чтобы купить у наших же компаний, тупо, и этих денег тупо нет. Вот, собственно, и вся песня. Вот. Если же разрешить экспорт вооружений, ну, конечно, тут же надо понимать, каким образом это будет производиться. Почему? Потому что вы же прекрасно наших красавцев знаете. Они тут же начнут продавать там, где дороже. Тут ждут под Донецком наши войска. Да, они куда? Они захотят в Судан. Ну, условно говоря. Понятно. Вот. Поэтому, конечно, у любой компании, которая будет работать в Украине, или работает сейчас, точнее уже, будет сначала выполнение госзаказа, то есть то, что уже оплачено, а только потом выполнение коммерческих заказов из-за границы. Дальше. Ну и встает еще один очень серьезный вопрос. Это в чьи руки попадет это оружие? Соответственно, только в краины-партнеры, то есть страны, которые являются партнерами Украины. Хотя, ну, сейчас вы видите прекрасно, что творится в США и так далее, но, тем не менее, вот только туда. Следующее. Будет запрет, по всей видимости, на экспорт уникальных видов оружия, аналогов которым нету в мире. Это вообще будет запрещено, это только здесь, ну, это логично. Вот. И самое главное, будет запрет реэкспорта. То есть вот то, что мы получаем от партнеров, да, вот это вообще запрещено к экспорту куда-либо. Это все останется здесь. Но это и понятно, потому что некоторые на Западе, вот там вот эти вот, как его, господи, этот Сакер Карлсон, потом это вот не совсем адекватная особь блондинистого типа, как ее там, Тейлор Грин, по-моему. Они нас постоянно обвиняют в том, что мы продаем налево то оружие, которое нам прислали партнеры. Ну, чушь собачья, конечно. Покажите один образец, который вы продали. Не, с этим у нас сложности. Мы не покажем, но мы будем обвинять голословно и гавкать будем из-под каждого куста. Ну, вот такие вот ограничения будут. Кстати, а какая польза будет от того, что мы будем продавать оружие, да, вот в такой ситуации? Ну, первое, это если будут больше производить, понятное дело, что некоторые компании будут производить более чем в 2 раза больше того, что они производят сегодня. Но прежде всего это будет уменьшение себестоимости, это уже хорошо, то есть больше можно будет выпускать. Отсутствие простоев, ну потому что да, ну госзаказ закончился, все, фирма тупо без денег осталась, вы будете работать без денег тоже, но рабочие тоже не будут работать. Вот она простаивает, собственно говоря, мощности простаивают, все стоит, потому что денег нет. Следующий немаловажный, очень немаловажный момент, это то, что налаживаются связи между будущими покупателями украинской продукции после войны, потому что, ну, надо же думать немножко и наперед.
Вот. И нашими производителями, поскольку наше оружие сейчас в цене, то само собой разумеется, что после войны оно вдвойне будет в цене, просто потому что это оружие, которым ковалась победа над врагом, который там в 20 раз больше нас. Ну, это же не шутка, да? Вот. Ну и понятное дело, самая банальная вещь, это уже чисто денежная, это то, что будут эти фирмы платить налоги. Они сейчас платят налоги, но будут, поскольку производить они смогут больше, то есть, грубо говоря, вместо 6 миллиардов произведут на 20 миллиардов. Ну, соответственно, больше налогов пойдет в казну. Вот, и, соответственно, тогда государство сможет и заказать больше оружия, в свою очередь. Ну, как-то так. Это, видите, одно всегда цепляется за другое. Поэтому, в принципе, лично я в грамотно поставленной, вот опять-таки, грамотно поставленной, с этого надо начать, продаже нашего оружия за границу никакой крамолы не вижу. Просто иначе, знаете, лучше его произвести и продать, чем не сделать вообще ничего.